Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы уделим внимание народным приметам на 13 апреля. Поговорим о церковном календаре, уделим внимание родительской субботе, которую мы с вами будем отмечать 13 апреля. Также уделим внимание народному календарю, народным приметам, также что можно и чего категорически нельзя делать в этот день 13 апреля. Ну а прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите слово «мечта» и распишите вашу мечту. Пусть это будет что-то самое сокровенное или, возможно, то, что вы о чем-то мечтаете, но боитесь об этом сказать. Напишите, Вселенная обязательно вам поможет в этом. Ну а мы с вами начинаем. Итак, друзья, 13 апреля – это день, когда православная церковь почитает память преподобного Ипатия Чудотворца. Это был игумен, который скончался около 466 года. Святой Ипатий славился своими чудотворными способностями и исцелял различные болезни молитвами. Его житие и народные рассказы особенно подчеркивали его способность помогать женщинам, страдающим бесплодием, а также улучшить состояние тех, кто кормил детей грудью. Согласно житиям святого, Ипатий Чудотворец был известен своими чудесами исцеления. Многие обращались к нему с просьбами о помощи в избавлении от различных болезней, и святой молитвами часто приносил облегчение и даже выздоровление. Особое внимание уделялось его помощи женщинам, которые испытывали проблемы с зачатием, или кормящим матерям, чья лактация была недостаточной. На Руси святого Ипатия Чудотворца часто называли целебником и чудотворцем. Его почитали как заступника от бесплодия и болезней. Люди молились ему о помощи в самых разных ситуациях, связанных с здоровьем женщин и детей. Его молитвы считались особенно сильными и благоприятными для тех, кто испытывал проблемы с зачатием, рождением и воспитанием детей. Святой Ипатий Чудотворец оставил после себя не только ряд чудесных исцелений, но и наследие веры и надежды для многих верующих. Его жизнь и деяния продолжают вдохновлять и приносить утешение многим людям. На его праздник верующие собираются в церквях для молитвы, поклонения, прославляя его святость и просив его о помощи в своих нуждах и болях. Считается, что мощи мученика Ипатия Чудотворца обладают чудодейственной силой, изгоняют бесов и нечистую силу, также лечат от всех болезней, избавляют от хворей и недомоганий. Друзья, мы в описании к этому видео оставим вам молитвы, которые рекомендуем вам прочитать именно в этот день, 13 апреля. Также, если у вас есть возможность, желание, обязательно 13 апреля сходите в храм или в церковь и обязательно закажите 40 за здравие и поставьте свечки. Также обращаем ваше внимание, что 13 апреля отмечается православная родительская суббота 4-й седмицы Святой Четыредесятницы и Великого Поста. Или по-другому мы его называем этот день поминовения усопших. Это родительская суббота, которая считается третья по счету из поминальных дней, отмечаемых во время главного ежегодного поста, что проходит перед Пасхой. И обращаем ваше внимание, что в этом 2024 году родительская суббота приходится на 13 апреля. В этот день принято вспоминать и почитать память усопших родных и близких. Верующие молятся об упокоении душ умерших, посещают церковные богослужения, ходят на кладбище, устраивают поминальные трапезы. Однако следует помнить, что родительская суббота выпадает на постный период, во время которого для православных христиан действуют определенные ограничения в питании, а также в развлечениях и в поведении. Поэтому сегодня, 13 апреля, обращаем ваше внимание, соблюдается пост, допускается горячая пища с растительным маслом.
Теперь, друзья, давайте вернемся к народному календарю и посмотрим, что же этот день несет нам. И 13 апреля в народном календаре народный праздник, который получил название как Ипатий Чудотворец. В народе, к сожалению, этот день называли бесовским, потому что считалось, что 13 апреля активна нечисть. Кроме того, второе название праздника этого дня, 13 апреля, огнище, которое связано с подсечно-огневым земледелием, когда лес выжигался, а на его месте на удобренной золой почве сажали разные культуры. 13 апреля обязательно наши предки проводили ритуал очищения с помощью огня. Крестьяне выносили из печи горящие угли и поджигали ими костер в огороде. Через пламя проносили весь хозяйственный инвентарь, а вокруг костра водили заболевших родственников. В огонь бросали старые ненужные вещи, чтобы таким образом очистить пространство. Также наши предки именно в этот день, 13 апреля, на огнище нежелательно было оставлять беспорядок в доме. Бросать в раковине или на столе немытую посуду. Сидеть в темноте тоже в этот день не рекомендовалось. Не положено в этот день мужу и жене было спать отдельно. Нельзя было и чертыхаться. Девушкам и женщинам не следует в этот день сплетничать и спорить. И наши предки именно 13 апреля обязательно молились Ипатию Чудотворцу. Молодые девушки просили легкой беременности и родов. Считалось, чтобы женщины не попросили у мученика, у святого Ипатия, он обязательно услышит и поможет. Святому молились о прибавлении в семействе, об изгнании бесов и защите от нечистой силы. Считалось, что 13 апреля люди наиболее подвержены атаке темных духов и искушению, а распознать, одержим человек или нет, поможет любой ребенок до 7 лет. По народным приметам, домовой в этот день, 13 апреля, подает хозяевам особые знаки. Если он навалился всем весом на спящего или показался владельцу дома, это был знак несчастья. Домовой шуршал и стонал за печкой, призывая человека спросить, к чему его вздохи, к беде или к добру. Хорошо, если он затихал, это говорило о том, что счастье и удача ждет этот дом и эту семью в ближайшее время. Также нечисть 13 апреля могла вселиться и в человека, вызывая сумасшествие, кликушество и подучию. Распознать беса, вселившегося в человека, могли только дети до 7 лет. Если они плакали и кричали при приближении к ним кого-то, то этого человека надо было трижды окропить святой водой. Считалось, что Ипатий Чудотворец поможет забеременеть, сохранить беременность и сделать ее легкой. Поэтому именно 13 апреля женщины обращались к нему с этими проблемами. Также он приходил на помощь, если открывалось кровотечение или были трудности с грудным вскармливанием. Женщина, рожденная 13 апреля, в этот день брала пылающие угольки из печки, раскладывала вокруг себя, затем кланялась на все 4 стороны света. Именинницу звали Огнещанка, и именно сегодня она наделялась огромной силой, которая могла излечить от болезней и неприятностей, поэтому к ней шли люди со своими проблемами. В этот день белили наши предки деревья, приводили в порядок сад, сжигали мусор и прошлогоднюю листву, прибирались в доме. Все, что подлежало ремонту, желательно было исправить в этот день, 13 апреля. Ну а чтобы дом от пожара обезопасить, 13 апреля надо было сжечь обязательно ненужную вещь. Также наши предки старались в этот день умыться до восхода солнца обязательно колодезной водой. Таким образом, считалось, что можно избавиться от болезней и, что немаловажно, укрепить свой организм. Согласно преданиям, 13 апреля в каждой женщине просыпалась сила Евы. Это особая женская сила, которая подпитывалась женской энергией созидания. Это значит, что каждая женщина в этот женский праздник несет добро в мир, исцеление, счастье, а ее пожелания близким обязательно будут сбываться.
Главный секрет этого дня – все, что женщина сегодня пожелает членам своей семьи, обязательно сбудется. Поэтому каждая жена и мать может сделать своего мужа и детей счастливыми и здоровыми. Достаточно подарить им свое тепло, любовь и заботу. Поэтому, дорогие, милые наши девушки, женщины, бабушки, обязательно в этот день пожелайте всего самого наилучшего своим близким и родным. Вот то, что вы искренне хотите пожелать, вот то и проговорите. И вы увидите, как в ближайшие 3 месяца, если вы скажете все это искренне, обязательно сбудется. И вы знаете, в этот день, 13 апреля, согласно древним обычаям, наши предки отмечали особый обряд, который символизировал заботу о доме, о земле и о будущем урожае. С любовью и благодарностью к своим предкам, которые освоили это место, они чествовали огнище, принося угли из печи на грядки, чтобы обеспечить плодородие земли и защитить, что немаловажно, ее от вредителей. Также в этот день одним из обычаев этого дня это то, что старались в этот день побелить деревья, посмотреть и ухаживать за садом. Люди приводили в порядок деревья, удаляли мусор, прошлогоднюю листву, чтобы сад был готов к новому росту и развитию. Ремонтные работы в доме также проводились с особым вниманием, ведь в этот день считалось благоприятным исправить все неисправности и недостатки. Кроме того, особое внимание уделялось безопасности дома от пожаров. В этот день рекомендовалось сжечь ненужные вещи и мусор, чтобы очистить пространство от лишних предметов, которые могли бы стать источником опасности. Если у вас есть ненужные, но пригодные вещи, которые вы больше не используете, подумайте о том, чтобы разделить их с близкими или отдать в благотворительные учреждения. Возможно, это будет детский дом или монастырь. Это не только поможет вам освободить пространство в доме, но и придет на пользу тем, кто нуждается в вашей поддержке. Традиционным обрядом в этот день когда-то являлось зажжение свечей вокруг тяжело больного человека, и количество свечей должно было соответствовать его возрасту. После того, как свечи полностью сгорят, их нужно было бросить в реку или в озеро. И считался, что этот ритуал был таким вот символом очищения и исцеления. И наши предки верили, что после него больной человек скоро выздоровеет. 13 апреля также был благоприятен день для проведения ремонтных работ и уборки в доме. Исправление мелких неисправностей, устранение недостатков помогут поддержать гармонию в доме и создать благоприятную атмосферу для жизни. Кроме того, уборка поможет избавиться от лишних предметов и создаст пространство для новой энергии и свежих начинаний. Также сегодня, в этот день, не забывайте уделять время духовной практике. Помимо проведения обрядов, народных примет, проведите время в молитве. Это поможет вам укрепить связь с духовным миром, обрести внутренний покой и вдохновение для будущих действий. В день памяти преподобного Ипатия Чудотворца существовал ряд традиций и обычаев, которые наши предки старались придерживаться. Итак, что же не рекомендовалось делать 13 апреля? В этот день, как верили наши предки, не следует проявлять ревность к своему любимому человеку. Это время, когда важно проявлять уважение и доверие к своим близким, не поддаваясь негативным эмоциям. Также стоит избегать споров и конфликтов, особенно в семейной обстановке. Девушкам и женщинам настоятельно не рекомендуется сплетничать, распространять негативные слухи или вовлекаться в бесполезные разговоры. В этот день важно проявлять уважение к другим и воздерживаться от негативных высказываний. И вообще считается, что 13 апреля считается женским днем, а Ипатий Чудотворец – покровителем женщин. Также этот день является временем для внутреннего роста, поэтому воздержитесь сегодня от неправильного поведения и проявляйте себя достойно. Избегайте недостойных сегодня поступков и стремитесь к духовному совершенствованию. Нельзя сегодня, чтобы кто-либо, кроме матери, целовал ребенка, не достигшего 7-летнего возраста. По преданию, такой поцелуй может отнять силы у ребенка, привести к его заболеванию или ухудшению самочувствия. В то же время материнский поцелуй в этот день обладал особыми целебными свойствами и мог вылечить малыша от любой болезни.
Нежелательно, чтобы супруги спали отдельно друг от друга в этот день, иначе это может привести к длительному расставанию и недопониманию между супругами. Даже если раздельный сон стал обычной практикой в семье в день Ипатия Чудотворца, мужу и жене рекомендуется лечь спать вместе, подчеркивая семейную гармонию и взаимное уважение. А также в этот день не рекомендуется сидеть в темноте. Чем больше света будет в доме, тем более гармоничными будут отношения между членами семьи. Свет является символом чистоты и благополучия, поэтому важно поддерживать его присутствие в доме на протяжении всего дня. Кроме того, в этот день важно и зажигать свечи. Считается, что они способны изгнать все негативное, что может накопиться в доме. Свечи символизируют свет и добро, поэтому их присутствие создает атмосферу уюта и защиты от злых сил. Также очень важно, чтобы в доме 13 апреля не было грязно. Этот день считается особым временем для очищения и обновления. Поэтому важно не только убрать в доме, но и избавиться от накопившегося хлама и ненужных вещей. Выкинутый хлам можно сжечь в костре, что символизирует изгнание негативных энергий и очищение пространства. Вот такой, друзья, у нас с вами день 13 апреля по народным приметам, традициям и обрядам. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.